доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Рада приветствовать новичков, а также подписчиков своего канала. Спасибо за ваши лайки, за комментарии, за отзывы. Все читаю внимательно, отвечаю всем. Спасибо вам большое. Итак, сегодня я к вам с новым узором, с ниточками, которые мы уже вязали. Так, это у нас получается тоже стопроцентный акрил, но здесь метраж намного больше. Мне очень нравятся эти ниточки. Она, конечно, ниточка будет потоньше, поэтому крючок рекомендую 2-2,5. Но я вяжу троечкой, потому что я вяжу плотненько. Мне достаточно будет троечки. Итак, как всегда, узор можно вязать одним цветом, двумя, тремя, как захотите. Я буду показывать двумя цветами. Что, приступаем? Давайте. Начнем мы вот с такого вот как бы изумрудного или какого такого. На камере показывает ярко-голубой цвет. Так. Будем набирать мы с вами здесь. Если вы смотрели мое видео, знаете, да, то я набираю небольшое количество петелек в районе 30. Но здесь ниточка будет потоньше, и мы с вами будем набирать аж 50 петелек. Угу. Итак, как всегда, фиксируем и набираем 50 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Вот наш будущий образец. Итак, я сейчас рекомендую вам, в некоторых видео рекомендую, в некоторых как бы это входит в узор. А здесь я рекомендую весь ряд связать столбиками с накидом, потому что нам в дальнейшем будет просто-напросто это удобно. Итак, 1, 2, 3. 3 петли подъема. А теперь, чтобы не ошибиться, считаем пятую петельку от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. И вот в пятую провязываем столбик с накидом. Угу. Так. Когда поймете принцип, и дальше провязываем столбик с накидом и так далее, далее до конца ряда. Когда поймете принцип узора, вы можете начинать и с воздушной петельки, и можете свой наборный ряд делать, как захотите, столбиками, может без накида, там полустолбиками. Вот тут самое главное нам сейчас понять принцип. Не забывайте ставить лайки и не забывайте подписываться, кто еще этого не сделал, и нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. Ну что, встретимся в конце ряда? Да? Давайте. Так, смотрите, вот я довязала до конца нашу дорожку. Нам будет удобнее вязать, если это будут столбики, да? И я хочу сразу же здесь ввести новый цвет, в моем случае белый. Вы можете продолжать тем же цветом. Я просто покажу, как менять. У нас наверняка есть новички на канале. И мы покажем, как можно ввести новую ниточку. То есть последний столбик мы провязываем не до конца. Когда остаются 2 петельки на крючке, мы вводим новую ниточку. 1, воздушная петелька. Угу. Вот так вот. И в предыдущем видео я показывала, как мы в процессе вязания будем прятать наш кончик ниточки. Да? Мы можем потом спрятать, а можем в процессе. То есть крест-накрест делаем, еще раз повторю, наш кончик и провязываем воздушную петельку подъема. Опять крест-накрест, то есть справа налево наш кончик и вторая петелька подъема. И еще раз крест-накрест и третья петелька подъема. Все, ниточка запрятана. Мы ее удаляем. И она уже никуда у нас не денется. Все, зафиксировано. Вот, кому удобно потом кончики прятать, может прятать в конце вязания. Итак, дальше у нас по узору идет 1 воздушная петелька. 1. Делаем поворот. И пропускаем столбик 1. Пропускаем его. И в следующий столбик вяжем столбик с накидом. Есть. Опять 1 воздушную петельку. Пропускаем столбик снизу. И в следующий опять вяжем столбик с накидом. Есть. Вот такие вот окошечки получаются. Дальше 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. А снизу пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в пятый провязываем столбик с накидом. Так,
Теперь формируем опять те же самые окошечки. Воздушная петелька, через столбик перешагиваем, в следующий вяжем столбик с накидом. Вот, раз, окошко. Опять воздушная петля, накид, один столбик пропускаем, следующий вяжем столбик с накидом. Вот у нас 2 окошка. Понятно? Дальше опять 5 воздушных петелек. Раз, два, 2, 3, 4, 5. 4 столбика мы пропускаем. Раз, два, 3, 4. И в 5 вяжем опять столбик с накидом. И так далее. Продолжаем до конца ряда. То есть сейчас это будет 2 окошечка, 5 воздушных петелек, 2 окошечка, 5 воздушных петелек и так далее. Встретимся в конце ряда. Договорились? Давайте. Окошечки и арочки делайте. Итак, смотрите. Довязали вот практически до конца. Мы должны закончить также 2 окошечками. Раз окошечко и последнее окошечко делаем. Воздушная петелька. И вот в эти 3 петельки подъема, которые у нас были, в самую 3-ю верхнюю петельку вводим крючок и провязываем обычный столбик с накидом. Есть. Дальше продолжаем этой же ниткой. 3 воздушные петли подъема. Раз, два, 3. Поворот. Воздушная петелька узора. И сюда же продолжаем делать такие же окошечки. То есть делаем вот так вот столбик с накидом, там где столбик с накидом. Угу. Воздушная петелька и столбик с накидом, там где столбик с накидом. Понятно? 2 окошечка. Что делаем дальше? Внимательно. Дальше мы будем вязать вот в этой нашей большой арочке из 5 петелек. Накид. Вводим крючок, вытягиваем ниточку, не провязываем. Вот так вот подтягиваем повыше. Держим. Раз. Второй раз. Третий раз. 4-й раз. Все вместе провязали, зафиксировали. Вот такая вот наша бубочка. 1 воздушная петля. Еще такую же бубочку. Таких бубочек здесь будет 5. Еще раз показываю. Раз. 2, 3, 4. Все вместе провязали, зафиксировали. 1 воздушная петелька. 3-я бубочка. Раз. 2, 3, 4. Все вместе провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. 4-я бубочка. Раз, 2, 3, 4. Все вместе провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. И последняя бубочка сюда же. Накид. Раз, 2, 3, 4. Все вместе провязали, зафиксировали. И смотрите, вот у нас получается здесь идут 2 окошечка, да, 3 столбика. Мы здесь делаем 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И столбик без накида в средний столбик. Есть. Опять 3 воздушные петельки. И будем продолжать делать бубочки вот в эту вот арочку. Тоже по 5 штук. Гляньте. Ну, похож на пельмень, да? На вареник. Класс. Так и назовем наш узор. Сами справитесь? Смотрите. 5 бубочек. 3 воздушные петельки. Столбик без накида. 3 воздушные петельки. 5 бубочек. Все. Вообще ничего сложного. Я уверена, что вы самостоятельно дальше также справитесь. Давайте. Так, смотрите, какие перемешки, варенички получаются. Мастер был голодный, называется, да? Итак, смотрите, вот мы провязали, да, последнюю у нас вот эту арочку с бубочками. Дальше мы повторяем как начало. Мы провязываем столбик с накидом в столбик с накидом. Воздушная петелька, формируем окошечки. Следующий столбик с накидом, столбик с накидом. Воздушная петелька и воздушную петельку пропускаем. И вот там, где у нас было 3 петельки подъема, в эти петельки делаем наш столбик с накидом. Есть. Но здесь
я планирую ввести новый цвет. Вы можете продолжать тем же цветом, можете вводить тоже новый цвет, совсем другой, либо такой же у вас будет двухцветный, или может быть трехцветный узор. Итак, последние 2 петельки мы с вами провязываем новым цветом. Есть. Сильно не тянем, чтобы не зажулькать наш край. Беленькую подтянули и достаточно. Итак, по узору 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Так. Поворот. И теперь, помимо вот этих 3 петелек воздушных, мы должны набрать 5 воздушных петелек. Пока повторяйте, потом поймете. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И теперь шагаем между бубочками. Вот первая бубочка, вторая бубочка. Между ними была воздушная петелька, да? Вот в эту воздушную петельку, в арочку делаем, вводим крючок, вытягиваем ниточку и делаем столбик с накидом. Воздушная петля, накид. Шагаем между второй и третьей бубочкой. Опять делаем столбик с накидом в арочку из воздушной петли. Воздушная петля, опять накид. И шагаем уже между третьей и четвертой бубочкой. 1. Воздушная петля, накид. И между четвертой и пятой. 1. Вот, у нас получилось здесь 4 столбика с накидом. Что делаем дальше? 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Перешагиваем все и идем между первой и второй бубочкой. И опять делаем точно такие же 4 столбика с накидом. Понятно? 1 воздушная петля между бубочками. 2 столбик с накидом, воздушная петля между бубочками. 3 столбик с накидом, воздушная петля, 4 столбик с накидом и так далее. Опять 5 воздушных петелек, 4 столбика, 5 воздушных петелек, 4 столбика. Самостоятельно провяжите, я знаю, у вас получится. И встречаемся в конце ряда. Угу. Гляньте, какая красота получается. Дальше будет еще лучше. Давайте. Так, смотрите, практически до конца довязали. Так. Заканчиваем точно так же, как и начали. То есть мы делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И идем к последним этим 3 петелькам подъема, которые мы делали. И делаем столбик с накидом. Так, есть. Дальше по узору у нас идет 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. И здесь мы будем с вами повторять точно такие же бубочки, так, но при одном условии, что первые вот эти бубочки будем делать не 5 штук, а всего лишь 3. Итак, накид. 1, 2, 3, 4. Все вместе провязали, зафиксировали, воздушная петля. Накид. 1, 2, 3, 4. Все вместе провязали, зафиксировали, воздушная петля. И последняя бубочка здесь. 1, 2, 3, 4. Все вместе провязали, зафиксировали. И здесь будьте внимательны. Здесь мы с вами делали 3 воздушные петельки и столбик без накида, вот такой вот столбик с накидом, да? Здесь небольшое отличие. 1, 2, 3 воздушные петельки и столбик без накида мы будем делать вот в эту среднюю арочку, наше окошечко, арочку. Понятно, да? Вот. Вот такая красота. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. И шагаем вот в эту арку, которую мы с вами сделали с 5 петелек. И точно так же делаем 5 наших бубочек. 1, 2, 3, 4. То есть здесь уже ничем отличаться наша эта перемешка не будет. Угу. Зафиксировали, воздушная петля и так далее. 5, 5, 5, 5. В конце будет 3. И в конце встретимся. Договорились? Шикарно. Давайте. Так, смотрите, провязала я свою последнюю пельмешку, да, из 3 бубочек. И мы делаем так же, как и начинали, столбик с накидом. Последние вот эти вот 3 петельки подъема провязываем, чтобы у нас краешек был ровненький. Угу. И здесь
мы опять присоединяем нашу новую ниточку. Ну, беленькую, старенькую нашу, да? Вы можете продолжать такой же ниточкой, можете тоже поменять. Сильно не тянем, так, чтобы не зажулькать наш край. И будем повторять то же самое, получается, как вот этот наш белый ряд. Итак, 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И 1 петелька воздушная узора. Поворачиваем наше вязание. Так, и вспоминайте, мы вязали между бубочками, да, между бубочками, вязали столбики с накидом. Вот наша арочка из воздушных петелек. 1, воздушная петля, 2. 2 окошечка. Все точно так же, как и здесь. 2 окошечка. Понятно? Теперь что мы делаем? Точно так же провязываем, как и в этом ряду, 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И опять перепрыгиваем сразу же к нашим бубочкам. Между бубочками столбик с накидом. Воздушная петля. И опять окошечки делаем. Опять столбик с накидом. Воздушная петля. Столбик с накидом. Если вдруг быстро, да, то нажимайте вот здесь вот у вас внизу экрана настройки, нажимайте скорость уменьшить, либо просто перематывайте назад, ставьте на паузу. Хорошо? Возможно, увлекаюсь, начинаю быстро. Все. И дальше опять 5 воздушных петелек, 3 окошечка, 5 воздушных петелек, 3 окошечка и так далее, и так далее. Возвращайтесь уже с бубочками. Понятно? То есть окошечки, бубочки, окошечки, бубочки, окошечки, бубочки. И когда нужный сделаем размер, да, высоту нашего узора, встречаемся. Договорились? Итак, встречаемся через несколько рядов. Так, смотрите. Провязала несколько рядочков. Гляньте, какая красота. Лицевая, изнаночная. Или наоборот. Лицевая, изнаночная. Тут уже вы будете определяться, как по вязанию. Мне понравились здесь больше такие вот бубочки, более здесь выпуклые. Но класс, скажите, классные какие пельмеши вареники, да? Вот такое вот название придумалось. Итак, 50 петель. Ну, естественно, видите, набирали, получается, здесь обычными столбиками, и поэтому узорчик немножко ушел так вот вверх. Так, если набирать эластичным краем, то все будет окей. Итак, давайте посмотрим в среднем. На 50 петель это вышло, ну, практически 28 сантиметров, да, 27 с хвостиком. Так, и здесь получается у нас на каждый цвет по 2 ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И начальные набрали 11. Вот по самому верхней точке, да, если берем, то это 11 сантиметров и есть. Класс. Вы посмотрите, супер. Легенький, воздушненький. Что это может быть? Пишите в комментариях, что это может быть. Это может быть летняя кофточка, накидочка, шалька, палантинчик, в зависимости от ниточек, да. Потолще ниточки может быть снудик, кардиганчик, такой дырочку. Ну, прикольно, да? Интересный такой. Итак, не забывайте ставить лайки. Надеюсь, вам понравился данный узор. Напишите комментарии, отзывы, свои предложения. И подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. А также нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда же выйдут новые видео. Все, всем до следующих видео. Пока-пока.